Приветствую, друзья! С вами снова Тарас, оружейная компания Ibis. И у нас сегодня с вами снова стрелковый день. Мы выбрались на полигон, на котором у нас наконец-то есть возможность пострелять на большие и очень большие дистанции. Сейчас мы поставили цель на самом дальнем рубеже. И честно вам сказать, я даже не знаю расстояние до нее. Потому что мой старый добрый дальномер Leica эту дистанцию уже не замеряет. Приехали мы сюда для того, чтобы проверить в работе комплекс, состоящий из винтовки Armalite AR-50A1, прицела Night Force Attacker 5х25-56 с сеткой в первой фокальной плоскости и матчевых патронов Hornady в калибре 50 BMG. Но, как обычно, сразу после приезда выяснились некоторые проблемы. Проблема номер один. Прицел на винтовку установлен, но винтовка не пристрелена. Я понадеялся на то, что смогу пристрелять ее в полевых условиях. Проблема номер два. Мы не знаем дистанции до цели. По крайней мере, наверняка ее не знаем. Проблема номер три. На все про все, на всю стрельбу у нас всего лишь 10 патронов. Нам нужно попасть в цель, которая находится от нас очень далеко. Честно говоря, даже в прицел ее видно так себе. Но будем пробовать и посмотрим, что из всего этого у нас получится. Ну, у меня есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что дождик, который моросил все утро, сейчас закончился. И наконец-то цель в прицел я вижу хорошо. Цель у нас небольшая, поэтому на дистанции 1,5 километра, даже в 25-кратный прицел, она все еще остается очень маленькой. Плохая же новость заключается в том, что вместе с солнцем появился ветер и, соответственно, появился мираж. Мираж – это испарения, которые поднимаются от земли в воздух. Они преломляют картинку, смещают ее относительно ее истинного положения и в целом больше мешают, чем помогают стрелку стрелять точно. В данном случае из-за миража я вижу цель очень размыто и, ну скажем так, угадываю ее очертания. С другой стороны, благодаря миражу я могу наблюдать за тем, как изменяется действующий ветер на этой дистанции и выбирать такую кондицию, в которой ветер будет минимально влиять на полет. Я решил не тратить патроны на пристрелку на коротких дистанциях. 100 метров, 200, 300. Нас это сейчас все равно не интересует, потому что нам нужно стрелять на 1,5 километра. Что я хочу сделать? Сейчас я проведу холодную пристрелку, то есть выведение прицела по стволу. А потом мы будем заниматься тем, что называется полевая пристрелка. То есть я буду стрелять, смотреть точку попадания пули, вносить необходимые корректировки и постепенно попытаясь вывести точку попадания в нашу цель. Но для начала холодная пристрелка. Самый главный вопрос для первого выстрела – это расчет вертикальной поправки. Поправки на понижение пули на дистанцию. Дистанцию мы знаем очень приблизительно. Винтовка у нас не пристрелена. Поэтому и поправку эту на первый выстрел я тоже буду вносить приблизительную. Я прикинул на баллистическом калькуляторе, что для пули AMAX патрона Hornady это очень высокоэффективная пуля, у нее баллистический коэффициент больше единицы. Для этой пули понижение на дистанции 1500 метров составит порядка 55 угловых минут. Прицел у нас размещен в угловых минутах, в одном обороте барабана 30 угловых минут. То есть по большому счету нам нужно делать почти 2 оборота вертикального барабана. Еще один важный момент: перед стрельбой нужно установить винтовку таким образом, чтобы вертикальная сетка прицела была строго вертикальна.
по отношению к силе земного притяжения. Для этого на сошках есть соответствующая регулировка. А вот здесь на креплении спур есть встроенный уровень пузырьковый, который показывает, насколько горизонтально стоит винтовка. Когда уровень покажет горизонт, вертикальная сетка прицела, вертикальная линия сетки прицела окажется строго вертикально. Этого мы и стараемся добиться. Итак, все возможные приготовления закончены. Винтовка более-менее настроена. Поэтому мы вскрываем нашу единственную пачку драгоценных патронов и переходим к практической части нашего мероприятия. Выстрел! Итак, мы произвели первый выстрел, и к моему огромному удовлетворению я прекрасно увидел в прицел, куда попала пуля. Несмотря на то, что винтовка была не пристрелена, несмотря на то, что на такую дистанцию я раньше не стрелял и поправки вносил приблизительно, тем не менее точка попадания пули выше и правее от моей цели. Это все замечательно видно в прицел, благодаря тому, что пуля на расстоянии 1500 метров летит 2,5 секунды. То есть за это время можно успеть принять отдачу винтовки, снова найти цель в прицел, присмотреться и увидеть попадание. Значит, теперь что касается поправки. Благодаря тому, что цель стоит на мягком песке, я хорошо вижу точку попадания пули. А благодаря тому, что и сетка, и барабаны прицела выполнены в одних и тех же единицах измерения в угловых минутах, мне достаточно легко посчитать и внести необходимую поправку. По сетке я вижу, что точка попадания пули находится на 4 угловых минуты правее и на 2 выше. Цена клика барабанщика 1/4 угловой минуты. Соответственно, нам нужно внести 16 кликов влево и 8 кликов вниз. Делаем второй выстрел. Выстрел. На этот раз попадание оказалось правее и ниже нашей цели, поэтому я внесу еще 8 кликов влево и, наверное, верну 4 клика вверх. И проверимся следующим выстрелом. Так, внимание, стреляю. Вы знаете, друзья, я не могу утверждать точно, потому что все-таки плохо видно из-за миража, но мне кажется, было попадание. По крайней мере, я увидел разрыв, прямо над целью. Я думаю, что это вполне могло быть пуля, которая прошла сквозь нашу банку с водой и подняла тучу песка прямо за ней. Я думаю, что попадание было, и сейчас нужно просто съездить к цели и посмотреть, как она там себя чувствует. Эх, друзья, как бы мне не хотелось поведать вам о том, что третьим выстрелом я в цель попал, но на самом деле, как видите, цель наша стоит целехонько, попадания нет. Вот то место с третьего выстрела, куда попала пуля, мне показалось, что это попадание. Вот можно посмотреть, это был след от первого попадания из непристреленной винтовки. И где-то там ниже второе.
На этот раз мы поступим иначе. Мы поставим одну из камер, нацелив ее непосредственно на нашу цель. И дальше мы сможем точно понять, было у нас попадание или нет. И показать это вам. А пока возвращаемся на стрелковый рубеж. Пока мы с вами ездили к мишени, значительно изменились погодные условия на нашем рубеже. Видите эту маленькую красивую тучку? Я подозреваю, что она сильно испортит нам стрельбу, поэтому стрелять будем быстро и учитывать изменившийся ветер. Продолжаем. Стрелять, друзья, придется действительно быстро, потому что грозовой фронт приближается. Поэтому стреляем, поправляемся, снова стреляем и так до победного конца. Выстрел. Вижу. Дроны, к сожалению, тают на глазах. Выстрел. Пули летят то ниже, то выше. И снова ниже. Теперь выше. Друзья, у нас остался последний патрон. И если я сейчас не сделаю все правильно и не попаду, ну, значит, так тому и быть. Попадание. Пойдемте к цели, пока не началась гроза, и посмотрим, что у нас получилось. Ну что, друзья, можем констатировать, что сегодня стрелковые боги были на нашей стороне, потому что, несмотря на сложные метеоусловия, гроза, кстати, все-таки обошла нас стороной, не зацепив. Несмотря на отсутствие опыта стрельбы из этой конкретной винтовки, на то, что она была не пристреленной, несмотря на жесткое ограничение по количеству выстрелов, мы сумели поразить цель на дистанции 1500 плюс-минус 50 метров. Вот такой результат попадания. Ничего, в принципе, особенного, за исключением того, что цель оказалась поражена. Входное отверстие и выходное. Цель, как видите, достаточно небольшая для дистанции в 1,5 километра. Все это говорит о том, что на подобных расстояниях из такого оружия можно и нужно эффективно стрелять. Что ж, друзья, на этом у меня все. С вами был Тарас, оружейная компания Ibis. Винтовка Armalite AR-50A1 в калибре 50 BMG. Прицел Night Force Attacker 5х25х56. И патроны компании Hornady. Матчевые патроны с пулей AMAX весом 750 грамм. Также с вами была наша 20-литровая цель и дистанция в 1500 метров. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы. Всего доброго, удачи!
Снимаем на камеру. А что дальнометр пишет? 1500. Поехали? Да. Точно. Хороший дальнометр. Ну еще раз. Красота. Спасибо.